Роман Абрамович – российский миллиардер, государственный и общественный деятель. Входил в близкое окружение первого президента России Бориса Ельцина. В начале президентства Владимира Путина был избран губернатором Чукотки. На этом посту пробыл более 7 лет и остался в памяти местных жителей как реформатор и меценат, серьезно улучшивший жизнь региона. Владел пакетами акций Аэрофлота, Русского алюминия, Сибнефти и других компаний национальной важности. В собственности Романа Абрамовича числились многочисленные объекты недвижимости по всему миру, несколько яхт, в том числе и вторая в мире по длине, 162-метровая «Эклипс» самолетов, а также его особая гордость – британский футбольный клуб «Челси». В 2021 году издание Forbes оценивало состояние Абрамовича в 14,5 миллиардов, что делало его 12 в списке самых богатых россиян. Но с началом российской военной спецоперации на Украине Абрамович, одним из первых российских олигархов, попал под весьма жесткие санкции за тесные связи с Кремлем и Владимиром Путиным. Лишился многих ценных активов, недвижимости и Челси. В марте 2022 года неофициально участвовал в переговорах России и Украины. Детство и юность. Роман родился осенью 1966 года в семье саратовчан Ирины Михайленко и Аркадия Аарона Абрамовича. Мама, Ирина Васильевна, украинская еврейка, преподавала в музыкальной школе. Отец, Аркадий Лейбович, чья еврейская родня переехала в РСФСР из БССР, был строителем и хозяйственником. Сразу после рождения сына мужчину направили в Сыктывкар, Коми АССР, куда он перевез семью и где работал в совнархозе. Детство Абрамовича сложно назвать простым и счастливым. Роме не было и года, когда от заражения крови умерла его мама. Отец ненадолго пережил ее, погиб на стройке из-за несчастного случая спустя 1,5 года. Роман Абрамович в детстве. 4-летнего Романа забрал к себе дядя Лейб, начальник управления рабочего снабжения Печорлис при Камилис-Урсё. У него подрастали 2 дочки, Наташа и Ида. Семья дяди жила в Ухте. Там Абрамович пошел в школу номер 2, где проучился 2 года. Затем семья приняла решение отправить племянника в Москву, к бабушке Тане и дяде Абраму. Рассказывая о том периоде жизни, Роман Аркадьевич в одном из своих немногочисленных интервью признался: «У меня, строго говоря, образования вообще нет. В 1983 году окончил Московскую среднюю школу номер 232. Срочную военную службу в 1984-1986 годах проходил рядовым в автовзводе артиллерийского полка ВЧ номер 11785 в Киржаче, Владимирская область. В 1983 году поступил в Ухтинский индустриальный институт на лесотехнический факультет. Но, увы, не отличался тягой к учебе. Если учеба в институте совершенно не привлекала Абрамовича, то открывшиеся с началом перестройки возможности будоражили острый ум молодого человека. Свою смекалку и организаторские способности Роман проявил еще в армии, о чем якобы с его слов. В 2009 году рассказывала в своем ЖЖ дочь Бориса Ельцина Татьяна Дьяченко, характеризовавшая Романа как умного, талантливого, яркого человека, на редкость порядочного и верного. Роман Абрамович в армии. Когда Абрамовичу предстоял дембельский аккорд перед гражданкой, он совершил поступок, который надолго запомнили его сослуживцы. До демобилизации оставались считанные дни, и вдруг начальство поручило всем старичкам, уже грезившим о гражданской жизни, прорубить для будущего строительства дороги просеку в лесу. Эта трудоемкая работа могла занять несколько месяцев. Ребята были очень расстроены. Далее Дьяченко с восхищением описала, что придумал Абрамович. Он поделил лес, который им надо было вырубать, на равные квадраты, и пошел в ближайшую деревню. А там, как обычно в домах печки, у всех проблемы с дровами. Он сказал, что продает право на вырубку леса на веренном ему участке. И каждый из квадратов продал. Вся деревня ринулась на вырубку леса. Через 2 дня вся просека была вырублена. И на 3-й день Роман Абрамович отправился домой, простившись со своей частью навсегда. По факту, ему могла грозить статья за мошенничество. Но так как все остались в плюсе, лес был вырублен, деревенские жители запасли дров. А армейцы получили неплохой барыш. Деньги Роман поделил между сослуживцами. Плачевных последствий у этой истории не было. Бизнес. Вернувшись со срочной службы, будущий миллиардер устроился на работу механиком в строительное управление 122 Треста Моспецмонтаж.
Отработав там 2 года, решил освоить предпринимательство и купил кооператив «Уют», занимающийся производством игрушек из полимерных материалов. Роман Абрамович в юности. Спустя год Абрамович учредил еще несколько фирм, стал заниматься посредническими услугами и торговлей и постоянно расширял круг знакомств. В 1995 году в круизе по Карибскому морю Абрамовича представили медиамагнату Борису Березовскому, которому как раз понадобился бизнес-партнер. Березовский вспоминал: «Рома произвел на меня неплохое впечатление, показался умным и толковым парнем, хотя и не сразу. Все из-за характера, он тихоня, поэтому редко мог сразу произвести яркое впечатление. Однако терпение и упорство ему не занимать. Березовский ввел предпринимателя в окружение президента. Позже эти связи помогли Абрамовичу возглавить московское отделение компании «Сибнефть» и работать над проектом по созданию единой нефтяной корпорации с вертикальной интеграцией. В 1998 году Абрамович попытался объединить «Сибнефть» и «ЮКОС», но из-за противоречий между владельцами из этого ничего не вышло. В начале 2000-х годов вместе с Олегом Дерипаской Абрамович создал компанию «Русский алюминий». Также в партнерстве с Советом директоров Сибнефти Абрамович выкупил контрольный пакет акций Аэрофлота. Губернатор Чукотки. С 2001 года о Романе Аркадьевиче стали гораздо чаще писать в прессе. Он был избран губернатором Чукотского АО, региона в те годы депрессивного, упадочного, и за время своего губернаторства многое сделал для округа. Абрамович развивал нефтяную отрасль, до него никто не пытался добывать нефть на Чукотке. Его стараниями были отремонтированы школы региона и построено 18 новых. Для школьников ввели бесплатные обеды и медицинское обслуживание. Также было построено 28 больниц и медицинских центров, а в столице региона, Анадыре, появились культурный центр и музей, спортивный стадион, новый отель и кинотеатр. В маленьких поселениях Чукотки начали массово строить дома-термосы по современным технологиям, берегущим тепло. Роман Абрамович фотографируется с жителями Чукотки. Именно олигарх ввел в массовый обиход жителей Чукотки банковские карточки, которые помогли решить проблему с огромными задолженностями по ЖКХ. Теперь плата за ЖКХ списывалась со счетов автоматически. Перед этим с подачи губернатора была ликвидирована 4-летняя задолженность по зарплатам. С помощью банковских карт Абрамович надеялся победить повальное злоупотребление алкоголем. Снять наличные можно было только в Анадыре. Поэтому жители сел и деревень были отрезаны от возможности купить алкоголь за наличные. Впрочем, скоро вся Чукотка, опережая многие регионы страны, могла расплачиваться картами, удивляя гостей, считавших, что кроме оленей и вечной мерзлоты здесь ничего нет. Роман Абрамович на Чукотке. И это лишь малая часть реформ Абрамовича на посту губернатора Чукотки. За 7 лет пребывания Абрамовича на этой должности средний заработок в регионе увеличился с 4 тысяч рублей до 24 тысяч рублей. Численность жителей с доходами ниже прожиточного минимума упала с 50% до 13%. Отвечая на вопрос о мотивах, побудивших его стать губернатором такого отдаленного и почти вымирающего региона, Абрамович ответил: «У всех свои резоны. Кто-то считает, что я помогал Чукотке, потому что провел часть детства на Крайнем Севере. Кто-то считает, что я помогал Чукотке, потому что у меня было трудное детство. Кто-то считает, что я помогал Чукотке, потому что украл деньги. Все это не так. Когда видишь такую ситуацию, а в ней 50 тысяч человек, пытаешься что-то сделать. Я в жизни не видел ничего хуже того, что видел там». При всем этом, сам Роман бывал на Чукотке наездами, а к 2005 году, как вспоминали его близкие, утратил интерес к проекту «Чукотка». Уже тогда он просил об отставке, но президент Владимир Путин настаивал на продолжении. Абрамович ждал удачного момента, чтобы уйти в отставку, и дождался. В 2008 году на место Владимира Путина, пусть и формально, пришел Дмитрий Медведев. И в июне этого же года Абрамович попросился в отставку и получил согласие. Впрочем, окончательно с Чукоткой Абрамович не попрощался и еще 5 лет возглавлял Думу Чукотского АО. Челси. В 2003 году о миллиардере заговорили, как о владельце британского ФК Челси, который погасил долги клуба и стал вкладывать средства в его развитие. Волна критики в связи с этим возникла в российских СМИ. Абрамовича обвиняли в развитии зарубежного футбола в ущерб отечественному. Тогда бизнесмен пригласил главным тренером сборной России Гуса Хидинка
и основал фонд «Национальная академия футбола». Параллельно он создал женскую футбольную команду «Челси Леди», которая тоже достигла определенных успехов, как и мужская команда. Роман Абрамович на матче ФК «Челси». Личная жизнь. Со своей первой женой Ольгой Лысовой Роман познакомился, когда после армии работал в тресте «Мосспецмонтаж». Через 2 месяца после знакомства пара узаконила отношения, но семейная жизнь не сложилась. Супруга практически не видела мужа, который, уволившись из треста, занялся предпринимательством. В 1989 году Абрамович предложил Ольге развестись, оставив ей свою единственную на тот момент квартиру на Цветном бульваре. Роман Абрамович и его первая жена Ольга Лысова. Спустя несколько месяцев после развода Роман летел самолетом Аэрофлота по делам за границу. Обслуживавшая его стюардесса Ирина Маландина понравилась начинающему бизнесмену, и он оставил ей визитную карточку. Гораздо позже Ирина признавалась, что поначалу застенчивый молодой человек не произвел на нее впечатления, но Роман проявил упорство и красиво за ней ухаживал. Сердце девушки растаяло, и в 1991 году они с Романом поженились. Роман Абрамович и его вторая жена Ирина Маландина. Спустя год у пары родилась дочь Анна, в 1993 году Аркадий, а в последующие годы на свет появились еще 3 детей – Софья, Арина, Илья. Мечта Романа о большой семье осуществилась. В первые годы совместной жизни Ирина помогала мужу пополнять семейный бюджет, продолжая работать на международных авиалиниях. Но позже оставила работу и занялась детьми и домом. Роман Абрамович с женой Ириной и детьми. В 2005 году на матче Челси в Барселоне Абрамович познакомился с дочерью предпринимателя Александра Жукова, Дашей Жуковой, дизайнером и ценительницей искусства. В британских таблоидах стали появляться фотографии их совместного времяпровождения. Роман Абрамович и Дарья Жукова. Несмотря на то, что оба были несвободны, Дарья Жукова встречалась на тот момент с Маратом Сафиным. Между ними вспыхнул роман. В 2007 году Ирина Абрамович подала на развод. Уладив финансовые и материальные вопросы, выплатив бывшей супруге $300 миллионов и оставив ей несколько домов, квартир и автомобилей за границей, Роман перестал скрывать отношения с Жуковой. Миллиардер стал личным меценатом Дарьи, поддерживал все ее творческие идеи. Вместе они основали галерею, а затем и Музей современного искусства «Гараж» в Москве, а также культурный центр в Санкт-Петербурге. Правда, большую часть времени пара проводила в Нью-Йорке, где миллиардер приобрел 3 исторических жилых здания и объединил их в одно. Музей современного искусства «Гараж» в Москве. В 2009 году у пары родился сын Аарон Александр, а спустя 4 года на свет появилась дочка Лея. Не единожды в СМИ появлялись сообщения о том, что пара заключила официальный брак. Особенно активно об этом говорилось в 2015 году. Но Абрамович и Жукова никак не комментировали эти слухи. А в 2017 году объявили о расставании. Дарья Жукова с детьми. Они остались в приятельских отношениях, несмотря на то, что Дарья начала встречаться с греческим наследником семьи корабельных магнатов Ставросом Неархосом, а затем вышла за него замуж. Помимо официальных браков, в прессе не раз обсуждались мимолетные романы Абрамовича. Его пассиями называли американскую актрису Эмму Уотсон, приму Мариинки Диану Вишневу, российскую актрису Юлию Пересильд. Последняя заявила, что с миллиардером ее связывают исключительно деловые отношения. Актриса Александра Кариндюк. В 2021 году СМИ заговорили о новом увлечении миллиардера. Якобы его избранницей стала 25, лентяй уроженка Украины Александра Кариндюк, актриса и основательница Института музыкальных инициатив. Светская хроникерша Бажена Рынска описала девушку как абсолютно негламурную, более хипстерскую и безумно интересную. Роман Абрамович сейчас. В 2021 году общее состояние миллиардера, включая бизнес, дома, яхты, самолеты, коллекцию произведений искусств, акции, составляло почти $15 миллиардов. Абрамович постепенно выходил из российских компаний, продавал свои акции и переводил бизнес за рубеж. Важным событием 2022 года стало попадание Абрамовича под западные санкции и участие в переговорном процессе между Россией и Украиной после начала специальной операции, проводимой Россией на Украине. Кандидатура Абрамовича была одобрена с обеих сторон, хотя он и не являлся официальным членом делегации РФ. Накануне одного из раундов переговоров в издании Wall Street Journal
появилась информация об отравлении миллиардера и еще нескольких участников переговоров. СМИ подхватили эту новость. Один из источников сообщал даже о том, что Абрамович лег в стамбульскую клинику на лечение, поскольку на время потерял зрение, что указывало на симптомы отравления. ВВС заявляли, что информацию подтвердил представитель бизнесмена, но спустя несколько часов информацию опровергли. Роман Абрамович на переговорах России и Украины в Турции. До начала спецоперации Абрамович продолжал развивать британский Челси, и от его имени велись переговоры с агентами футболистов Лионеля Месси и Ромелу Лукаку. На трансферы он выделил 200 миллионов фунтов стерлингов. Как только Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР и начала спецоперацию на Украине, Роман Аркадьевич передал управление ФК управляющим благотворительным фондом. Вскоре в СМИ появилась информация о вероятной продаже Челси. Следом в издании Page Six появилась новость, что Абрамович якобы обратился с просьбой к семье Ротшильдов и голливудскому режиссеру Бретту Рэтнеру с просьбой одолжить ему по $1 миллион для выплаты зарплат сотрудникам. Пресс-секретарь миллиардера заявила, что данная информация – ложь. Интересные факты. Служба в армии стала для Романа Абрамовича стартовой площадкой по развитию организаторских, предпринимательских и коммуникативных способностей. Помимо упоминавшейся выше истории про вырубку леса, он придумал схему, как заработать на топливе. Солдаты по ночам сливали понемногу бензин из принадлежавших военной части машин, канистры приносили в условленное место. Абрамович сбывал топливо офицерам по 20 копеек за литр, тогда как официальная цена была 40 копеек. Большую часть вырученных денег начинающий бизнесмен оставлял себе, остальные распределял между солдатами. Еще одна армейская история Абрамовича касалась его шефства над киргизским новобранцем Эдилом Айтназаровым. Парень из маленькой деревни едва говорил по-русски, и Роман взял над ним шефство и стал учить языку. А когда в семье Эдила случилось несчастье и его демобилизовали досрочно, Абрамович снабдил парня деньгами на дорогу. Также будущему миллиардеру приписывают организацию в части футбольной команды и любительского театра. В школе Абрамович учился в параллели с певицей Натальей Штурм. Артистка в одном из своих интервью сообщила, что она была школьной любовью Романа Аркадьевича. В 1992 году против Абрамовича было возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества. Из Ухтинского нефтезавода в Москву транспортировали 55 вагонов с топливом почти на 4 миллиона рублей. Горючее пропало по пути, а московские следователи выяснили, что оно находится в Латвии, и по документам его получатель – фирма бизнесмена. Абрамовича арестовали. Но вскоре дело передали из Москвы в Ухту, куда приехал директор совместной латвийско-американской компании и предъявил бумаги, по которым значилось, что все деньги нефтезаводу выплачены сполна. Бизнесмена выпустили на свободу. В 2004 году в Лондоне была издана первая биография Романа Аркадьевича под названием «Абрамович. Миллиардер из ниоткуда». Авторы – известные британские журналисты Доминик Миджли и Крис Хатчингс – утверждали, что информацию собирали и в Москве, и в Лондоне. Побывали и в школе, где учился герой их книги, общались со многими, кто знал его лично. Особенно ценными для них были сведения главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и олигарха Бориса Березовского.